Привет, друзья! С вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. И сегодня у нас долгожданный и очень необычный эксперимент. В комментариях вы меня просто завалили просьбами: проверь полынь, покажи, как полынь убивает микробов. Что ж, спрос рождает предложение. Я приготовил два отвара полыни. Один я варил целых 15 минут, а второй просто заварил как чай. Оба остыли до комнатной температуры. И сейчас мы с вами в этом видео посмотрим в микроскоп, что же произойдет с целым зоопарком микробов, когда они встретятся с этим легендарным растением. Но прежде чем мы начнем, очень важное предупреждение. Я не врач, не фототерапевт и не имею никакого медицинского образования. Я просто любознательный парень с микроскопом, который любит разбираться в том, как устроен мир вокруг нас. Это видео не руководство к лечению, а чисто любопытный эксперимент. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к квалифицированному специалисту, а не ищите спасения в травах по видео на ютубе. Самолечение может быть опасно, запомните это, а мы возвращаемся к нашему микромиру. Для начала давайте познакомимся с нашими подопытными. А здесь, поверьте, есть на кого посмотреть. Наши сегодняшние звезды – это настоящие гиганты микромира. Смотрите, перед вами инфузория трубач. Это не просто микроб. Это кит среди простейших. Ее можно увидеть даже невооруженным глазом. Представьте, целых 2-3 мм живой, активно двигающейся клетки. Она получила свое название за форму, похожую на музыкальный горн. А питается она, создавая мощный водоворот своими ресничками и всасывая, как пылесос, бактерии и водоросли. Это невероятное зрелище. Но и это еще не все. У трубача есть суперспособность – это регенерация. Если его разрезать на части, из каждого кусочка вырастет новая маленькая инфузория. Фантастика, правда? А вот здесь, рядом с останками одного такого гиганта, кипит жизнь другого масштаба – это бактерии. Посмотрите на эту разницу в размерах. Для них трубач – это целая гора питательных веществ, на которой они поселились. А тут, посмотрите, ползают какие-то червячки. Не знаю их точного названия, но в нашем микромире они тоже смотрятся довольно крупными ребятами. В общем, компания подобралась разношерстная и очень активная. Идеальные кандидаты для нашего испытания. Кстати, если вам нравятся такие путешествия в микромир и вы не хотите пропустить, что будет дальше, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Мне очень важно знать, что вы с нами, а для ютуба это сигнал, что нужно рекомендовать наши эксперименты новым зрителям. Итак, приступим к главному. Первым делом капнем отвар полыни, который я варил 15 минут. Внимание на экран. Смотрите, что началось. Все в панике. Микробы почувствовали неладное и начали разбегаться. Смотрите на этого смельчака-трубача. Он поплыл на разведку, уперся прямо в каплю отвара. Ой, почувствовал, разворачивается и бежит прочь. Еще один попробовал. Та же история. Начался хаос. Они несутся кто куда, сталкиваясь друг с другом. Трубачи паровозиком убегают от границы, где растекается полынь. Чух-чух-чух и прочь отсюда. Им явно не нравится. А теперь давайте приглядимся к самим полынным водам. Увеличиваем. 40 крат. Странно. Вроде ничего не шевелится. Надеюсь, бактерии не выдержали. Увеличиваем до 100 крат. Кажется, что-то есть. Неужели жизнь? 400 крат и сюрприз. Жизнь кипит, бактерии живы и кажется совершенно невредимы. Как так? Полынь же считается антисептиком, а для них это, похоже, просто спа-санаторий. Очень странно. А тем временем с трубачами творится что-то неладное. Смотрите, они начинают гибнуть. Создается ощущение, что вещество из отвара понемногу разъедает их плотную оболочку. Кажется, появляется микроотверстие, и все внутреннее содержимое просто вытекает наружу. Это медленный и необратимый процесс. Вот еще один труп. И вот еще. Я застал сам момент гибели. Смотрите, похоже, у них есть две оболочки. Как камера в футбольном мяче. Верхняя лопается или растворяется, выпячивается внутренняя сфера, и потом разрушается уже она. Жуткое, но завораживающее зрелище.
Итог печален, все инфузории и трубачи погибли. Червяков я вообще не могу найти, будто они испарились. Но маленькие инфузории и, что самое удивительное, бактерии живы и здоровы. Почему? Может, трубачи чувствительны к свету лампы? Или им не хватило кислорода? Или причина в самой полыни? Пока загадка. Ребята, а как вы думаете, что убило трубачей? Напишите версии в комментариях. И пока пишите, не забудьте подписаться. Чем больше вас здесь будет, тем чаще мы сможем делать такие совместные расследования по вашим запросам. Будем разгадывать тайну микромира вместе. Переходим ко второму образцу. Это полынь, которую я просто залил кипятком как чай. Добавляем каплю к новой колонии таких же бодрых микробов. И результат меня шокировал еще больше. Им вообще все равно. Ну посмотрите, они немного отплыли от эпицентра, сделали вид, что фу, невкусно, и все, паники нет, хаоса нет. Трубачи и червяки плавают себе спокойно. Единственная странность – трубачи почему-то стали собираться у самого края капли, будто им не хватает кислорода. Но они живы и двигаются так грациозно, выстраиваются вдоль границы. Это же красиво! Смотрите, все поле зрения заполнено заваренной полынью, и везде кипит жизнь, будто я просто капнул чистой воды из лужи. Никакого антисептического эффекта на этих микробов мы не увидели. Что это значит? Вариантов много. Возможно, моя полынь была старой и потеряла свойства. Возможно, для бактерий простейших нужна просто чудовищная концентрация. А может, все дело в том, как именно готовить отвар. Варка 15 минут высвободила какие-то другие, более токсичные для сложных инфузорий вещества. Вопросов стало только больше. Так что же убило инфузорий трубачей в первом опыте? Моя основная гипотеза – это длительная варка могла привести к выделению концентрации определенных термостойких веществ, например, некоторых горечи или алкалоидов, которые оказали разрушающее действие именно на более сложные организмы с развитой клеточной структурой, каковой и является инфузория трубач. Для бактерий с их прочной клеточной стенкой эта доза оказалась не критичной, а щадящее заваривание, как чай, просто не дало нужной для эффекта концентрации. Но это лишь мое предположение. Если среди вас есть биологи, микробиологи или фитотерапевты, обязательно напишите в комментариях свой профессиональный взгляд. Давайте обсудим это. Друзья, эксперимент показал, что не все так просто, как кажется. Природа всегда сложнее наших о ней представлений. Полынь – мощное растение, но ее свойства сильно зависят от тысячи условий. На этом у меня все. Если вам было интересно, если вы хотите, чтобы я провел этот эксперимент еще раз со свежей полынью или проверил другие народные средства, пишите в комментариях, что именно проверить в следующий раз. Ставьте лайки, если хотите больше таких расследований, делитесь видео с друзьями, пусть и они удивятся, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые открытия. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. До новых встреч в удивительном мире, который скрыт от наших глаз. Пока-пока!